Одни изучают криминалистику, чтобы предупреждать преступления, другие, чтобы однажды приступить черту самому. Брайан Кобергер изучал преступления иначе. Пока однокурсники разбирали мотивы и сочувствовали жертвам, его внимание цеплялось всегда за одно – за тот самый миг, когда человек выбирает цель, заносит руку и приступает к черту. Еще в подростковом возрасте у него диагностировали редкое неврологическое расстройство – визуальный снег. Мир перед его глазами никогда не был чистым. Поверх лиц, стен и окон постоянно висела мелкая серая рябь, словно помехи на экране. Он смотрел и видел грязь там, где другие видели обычную жизнь. Порядок стал для него спасением. Он ел по строгим правилам, требовал новую посуду, в которой никогда не прикасалось мясо. Мысль о нечистоте вызывала физическую тошноту. Криминология дала его одержимости форму. В университете он был сильным студентом, но задерживался не на вопросе, почему совершается преступление, а на другом, как именно до него доходят. Однажды он создал опрос на Reddit для бывших заключенных и задавал им вопросы, от которых уже веяло не академическим интересом. Он как будто примерял чужой опыт на себя. Мораль его интересовала меньше. Интересовал сам механизм. Не как раскрыть преступление, а как совершить его и остаться невидимым. Когда внутренняя схема созрела, ей потребовался реальный объект. Переехав в Айдахо, Брайан начал искать не просто жертв, он искал уязвимость. Дом 1122 на Кинг-Роуд подошел идеально. Для него этот дом выглядел как ошибка. Стеклянные двери без надежных замков, отсутствие сигнализации, постоянный поток людей, свет, шум, открытая жизнь. Но не дом, а сплошное нарушение всех правил, которые он считал базовыми. Он возвращался туда 12 раз. Это была не слежка, это был сбор данных. Он сидел в машине в темноте и наблюдал, отмечал, когда гаснет свет, когда приезжают курьеры, кто и когда выходит из дома. Его курсовая впервые в жизни получила живой адрес. В его глазах студенты, проживающие в этом доме, были не просто беспечными. Они оставляли свой мир открытым. А для Брайана это звучало как приглашение. Часами он смотрел на окна 3-го этажа, где жила Мэдисон. Его раздражал этот биологический шум, смех, музыка, чужие голоса, свет до утра. Это была хаотичная жизнь, которую он не понимал, а значит, хотел подчинить. К ноябрю 2022 года опросов ему больше не хватало. Чужих ответов ему было мало. Теперь его интересовало то, что не опишет ни один преступник. Сам момент перехода черты. Он убедил себя, что это и есть высшая стадия обучения. Чтобы полностью понять убийцу, нужно пройти через убийство самому. И однажды он надевает маску, берет нож, кабар, не как маньяк фильма, а как человек, который выбрал профессиональный инструмент для эксперимента. В доме на Кинг-Роуд он идет не как в чужое жилище,
Он идет туда как в лабораторию, как на финальный экзамен. Вечер 12 ноября 2022 года в доме 1122 на Кинг-Роуд казался особенно живым. На третьем этаже Келли Гонсалвес и Мэдисон Морган допивали чай и смеялись. Девушки дружили 15 лет, с 6 класса младшей школы в Роддраме. Вместе взрослели, вместе переехали в университетский городок, вместе учились и строили планы. Но в этот вечер в воздухе уже ощущалось прощание. Келли фактически закончила учебу. Внизу стоял ее новый Range Rover, а в сумке лежал оффер на работу мечты в Техасе. Она приехала всего на несколько дней провести последние выходные с лучшей подругой. И в этом была самая жестокая случайность той ночи. Если бы он пришел на неделю позже, хотя бы Келли уже была бы за 1000 миль отсюда. 13 ноября, час 45 ночи. Келли и Мэдисон стоят в центре города у грузовика с едой. На видео с камер они смеются, обнимаются. Это их последний зафиксированный момент. Две лучшие подруги в свете уличных фонарей. В это же время, в 15 минутах от них, Брайан Кобергер уже выключает телефон и ждет их возвращения. 2 часа утра. Девушки приезжают домой на такси. Почти одновременно с ними домой возвращается Оксана Кернадл и ее парень Итан Чапен. 3 часа утра. Дом постепенно затихает. Келли и Мэдисон решают сегодня лечь в одну кровать в комнате Мэдисон на 3-м этаже. Не потому что негде, а потому что впереди разлука, и девушки хотели засыпать вместе, как в детстве, обсуждая будущее. Они еще не знали, что будущего у них осталось всего несколько часов. 4 часа утра. Брайан паркует белый Hyundai Elantra так, чтобы машину не видно было из окон. Телефон отключен. Он идет к дому пешком, сжимая нож в руке. Этот маршрут он выучил наизусть за 12 ночных выездов. На парковке он замечает Range Rover Келли. Значит, она внутри. Для него это не встреча подруг, это удачное совпадение. Его план прост. 3-й этаж, 2 комнаты, 2 цели. Тихо, быстро, чисто. 4:04 утра. Он бесшумно открывает стеклянную дверь на 2-м этаже и сразу поднимается по узкой лестнице на 3-й. Толкает дверь комнаты Мэдисон и замирает. Девушки спят в одной кровати. Дружба, за которой он наблюдал из темноты, ломает его схему за 1 секунду. Он начинает расправу с Мэдисон. Но Келли просыпается. Вместо 2 спящих тел он получает сопротивление в темноте, в тесном пространстве, среди подушек и одеял. Удары становятся хаотичными. В панике он совершает главную свою ошибку. Забирает нож, но оставляет кожаные ножны на кровати рядом с телом Мэдисон. На кнопке остается микроскопический след его ДНК. Он планировал выйти так же тихо, как и вошел, но, спускаясь вниз, сталкивается с тем, чего не было в его расчетах. На 2-м этаже Оксана не спит, а рядом с ней Итан. Шум сверху сделал то, чего он не предусмотрел. Разбудил живых людей. Они выходят в коридор. Брайану приходится убрать еще 2. 4 вместо 2. Схема окончательно разваливается. В это время
За соседней дверью Дилан проживает свой личный ад. В первый раз она открывает дверь на шум сверху. Наверное, Келли просто играет с собакой, думает она и закрывает дверь. Второй раз она слышит плач Ксаны и мужской голос. «Я помогу тебе». Открывает дверь снова. Коридор темный, страх растет, мозг отказывается верить. Третий раз около 4:17. Она слышит борьбу и в последний раз открывает дверь. Брайан идет прямо на нее. Черная одежда, густые брови, пустые остекленевшие глаза. Он проходит от нее в 10 сантиметрах. Дилан застывает в тонической неподвижности. Ужас выключает тело раньше, чем сознание принимает реальность. Он не трогает ее ни из жалости. К этому моменту его эксперимент уже вышел из-под контроля. 4 тела, потерянные ножны, кровь, свидетель. В голове остается только одно – выйти. Он выбегает из дома, прыгает в машину и уезжает. Возвращение около 5 утра было не триумфом, а бегством. Декабрь 2022 года. Брайан снова надевает маску контроля. Раз его не поймали, значит, все сработало. Он едет через всю страну с отцом из Айдахо в Пенсильванию и ведет себя так, будто худшее позади. Но в Индиане полицейские останавливают его дважды за 1 час. ФБР уже ведет его. Местной полиции дали указание тормозить машину под любым предлогом. Им нужны были его руки, его реакция, его лицо в момент, когда он еще думает, что держит все под контролем. Брайан улыбается, вежливо отвечает, смотрит спокойно. Он все еще уверен, что это просто дорожная помеха. 2 месяца свободы была иллюзией. Следствие собирало систему следов. Белый Hyundai Elantra, зафиксированный у дома. Через 5 дней после убийства он сменил номера. Данные вышек сотовой связи. Свидетель. Дилан запомнила и опознала его густые брови. ДНК. Был обнаружен микроскопический след на кнопке ножен. Схема начала разваливаться не на одной ошибке, а на нескольких деталях, которые почему-то он считал несущественными и которые просто не заметил. В допросной Брайан сидит неестественно прямо, смотрит на детектива с легким прищуром, будто все еще на лекции, и мысленно ставит им оценки. Он молчит, наблюдает, разбирает сам допрос. Но его маска трещит, когда ему показывают фото ножен. Зрачки его расширяются. Это шок от собственной ошибки. Человек, мечтавший об идеальном убийстве, впервые видит, где именно его схема дала сбой. Его почему? Не о раскаянии, но о сбое в системе. 2 июля 2025 года Брайан Кробергер официально признал свою вину по всем пунктам в обмен на отмену смертной казни. Человек, считавший свой интеллект безупречным, выбрал жизнь в клетке. 23 июля 2025 года суд вынес ему приговор: 4 пожизненных срока без права на помилование. По 1 за каждую жизнь. Плюс 10 лет за проникновение в жилище. И все последовательно. Эксперимент для Брайана закончился. Он не перешел черту чисто. Не переиграл систему, которую так долго изучал. Его стерильный разум оставил микроскопический след ДНК, 12 ночных поездок, белую машину на камерах и 1 застывший взгляд свидетеля.
Вот и весь результат его финального экзамена. А если вам понравилась история, ставьте лайк и подпишитесь. Дальше будет еще более интересные темные дела.